Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 5 июня. Обращаем ваше внимание, что сегодня все-таки относительно сложный день. И обязательно сегодня в любое время бросьте щепоточку соли и скажите. Также обращаем ваше внимание, что у нас уже завтра полнолуние. Как вы знаете, перед полнолунием для одних людей все-таки время сложное, тяжелое, об этом мы с вами далее поговорим, а для других людей наоборот, это время, когда можно много чего сделать и определиться. Поэтому прослушайте наши советы, наши рекомендации. Девочки и мальчики, поставьте лайк обязательно этому видео. Обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Также заходите на наш канал, и хотим всех поблагодарить за донаты, кто нам отправляет. Друзья, очень-очень приятно. Итак, давайте начинать. Сегодня 5 июня. К сожалению, тяжелый день по своей энергетике, особенно для тех, кто очень чувствительным к фазам Луны. Кроме того, сегодня Луна, Меркурий и Юпитер соединяются в знаке зодиака Близнецы. Вы знаете, Близнецы – это знак воздуха, и тем самым порождая тягу к переменам и разнообразию. Это день, когда вы можете ощутить прилив энергии и желание что-то изменить в своей жизни. Однако очень важно, чтобы вы сегодня проявляли осторожность и взвешенность в своих действиях, чтобы не пожалеть о своих решениях позже. Кроме того, обращаем ваше внимание, что с другой стороны соединение Луны, Меркурия и Юпитера в знаке зодиака Близнецов создает атмосферу легкости и непринужденности. Люди могут почувствовать стремление к какой-то новизне, общению, к приключениям. В этот день особенно ярко выражено желание выйти за рамки привычного, попробовать что-то новое, сменить обстановку. Также сегодня и возникает жажда знаний и общения, усиливается любопытство и открытость ко всему новому. Однако именно в такой день будут легко поддаться мимолетным капризам и принимать решения, о которых, к сожалению, позже, возможно, вам придется пожалеть. Это могут быть перестановка мебели, это может быть какая-то незапланированная поездка, даже увольнение, отмена какой-то важной договоренности, дорогая покупка или инвестиция. Поэтому сегодня, именно 5 июня, важно не торопиться с принятием важных решений и тщательно обдумывать каждый свой шаг. Кроме того, обращаем ваше внимание, что сегодня все дела будут замедляться, а соответственно и снижается перспективность на те или иные начинания. Поэтому сегодня в этот день лучше сосредоточьтесь на завершении уже начатых проектов, подводите итоги и, конечно же, анализируйте то, чего вы достигли и что у вас получилось сделать. Ну, а если у вас какие-то есть новые начинания, то вы можете столкнуться с преградами, и это не принесет вам желаемых результатов. Кроме того, сегодня будьте осторожны с тем, чего хотите в этот день. Перепроверяйте все свои желания, все свои планы, чтобы избежать разочарований в будущем. Также сегодня отложите принятие важных решений на несколько дней. Дайте себе время обдумать и взвесить все за и против. Также используйте этот день для завершения начатых проектов и подготовки к новым начинаниям, которые лучше планировать лучше уже планировать буквально через пару дней. Также сегодня, ввиду того, что Луна находится в общительном знаке зодиака в Близнецах, то сегодня именно день благоприятен для общения, для обмена идеями и получения новых знаний. Также сегодня хороший день для встреч с друзьями, для чтения, для обучения, участие в интеллектуальных мероприятиях. Но обращаем ваше внимание, каждое ваше слово, каждое ваше сегодня действие должно быть продумано, потому что любая ошибка, сказанная вами, написанное что-либо, в дальнейшем это может отразиться на тех или иных перспективах в вашей жизни. Также сегодня воздержитесь от крупных покупок и финансовых вложений. Есть риск, что они окажутся не такими выгодными, как вам изначально этого хотелось. Обращаем ваше внимание, что сегодня у нас с вами растущая Луна в знаке зодиака Близнецы. Последний день растущей Луны, 28-е лунные сутки. И вы знаете, для некоторых людей этот день будет достаточно насыщенным, достаточно активным, будет наполнен общением, обменом информацией и новыми идеями. Кроме того, обращаем ваше внимание, что Близнецы
находящиеся в растущей Луне, создают атмосферу легкости и динамичности, стимулируя тем самым вашу активность и стремление к разнообразию. Но обращаем ваше внимание, что все должно быть именно находиться в гармонии, в балансе. То есть вы не должны так, что вы сегодня должны работать на износ или что-либо делать из последних сил. Если вы чувствуете, что вам тяжело, что вам чего-то не хватает, или, например, вы пришли в вечернее время и вам хочется отдыхать, а именно поспать, ничего не делать, вот так и делайте, потому что полнолуние, к которому мы приближаемся, на некоторых людей очень сложно оно влияет. И одним, наоборот, оно дает хорошую энергию, люди готовы активничать, а для других это достаточно сложно. Кроме того, сегодня последний день, когда мы накапливаем с вами энергию, ресурсы, воплощаем те или иные планы, но, опять же, они должны быть все у вас продуманы. Если вы решили что-то сегодня спонтанно, вот знаете, ни с того ни с сего что-то совершить, сделать, отправиться в поездку или и так далее, знаете, ничего хорошего это вам не принесет. То есть вначале вам покажется, что это да, это прекрасно, это здорово, вы это смогли достигнуть, вы смогли договориться и так далее, но пройдет буквально неделька, даже пару дней, и у вас, знаете, будет уже горечь от того, что вы поспешили. Кроме того, сегодня очень хорошо общаться с людьми. При этом ваша задача не открываться полностью, а общаться для того, чтобы обмениваться какой-то информацией, которая вам в дальнейшем принесет дивиденды, обмениваться какими-то идеями, но опять же только с теми людьми, которые действительно вам, знаете, ваши партнеры, ваши друзья, ваши коллеги, которые заинтересованы также и в том, чтобы и в вашей жизни было все чудесно и прекрасно. Если это ваши недоброжелатели, как вот вы на интуитивном уровне чувствуете, то все-таки подумайте о том, стоит ли вам с такими людьми сегодня общаться и дружить. Также обращаем ваше внимание, что сегодня легко многим людям будет адаптироваться к изменяющимся условиям. Поэтому, если у вас сегодня какие-то происходят кардинальные изменения, даже, например, не спонтанная какая-то поездка, увольнение с работы или, например, сокращение, или вы сегодня встретили молодого человека и так далее, очень важно вот быть гибкими, легко переходить, знаете, с одной ситуации на другую, ни в коем случае не воспринимать ничего агрессивно. Лучше задайте вопрос: а у меня был такой опыт? Не было. А что я буду с этого иметь? А давай я лучше попробую, но это будет все сделано с осторожностью и с просчетами всех своих шагов. Это очень важно. Обращаем ваше внимание. Но обращаем ваше внимание, сегодня могут быть определенные опасности. Давайте мы их проговорим. Это очень важно. Во-первых, повышенная активность и множество идей в голове человека могут приводить к разбросанности и неспособности, к сожалению, сосредоточиться на какой-то одной важной для вас задаче. Поэтому ваша задача расставлять приоритеты и доводить сегодня начатые дела до конца. Ввиду того, что у нас с вами знак зодиака воздуха, близнецы, это легкость, это быстрота, но и с другой стороны, вот эта легкость и эта быстрота в принятии решений могут привести именно сегодня, 5 июня, к каким-то необдуманным поступкам и ошибкам. Поэтому, пожалуйста, тщательно все обдумывайте и ни в коем случае не торопитесь с выводами. Особенно, если в тот момент вас, наоборот, кто-то торопит или просит вас побыстрее и так далее, задумайтесь, что здесь не так. Далее, друзья, давайте поговорим о лунном календаре здоровья, на что нам сегодня с вами стоит обратить внимание. Знак зодиака Близнецы у нас с вами управляет дыхательная система, нервная система и руками. Поэтому именно в этот день, 5 июня, очень важно, чтобы вы уделили внимание особенно этим частям тела. Если мы говорим о дыхательной системе, то уделите внимание дыхательным упражнениям, практикам. Это может быть медитация, это могут быть дыхательные техники, которые помогут улучшить работу легких и насытить тем самым организм кислородом. Также обращаем ваше внимание, сегодня нужно избегать чрезмерных физических нагрузок, которые могут перегрузить дыхательную систему, особенно если вы не привыкли к каким-то регулярным тренировкам или каким-то действиям. Но в то же время растущая луна в знаке зодиака Близнецы может усиливать и нервное напряжение, беспокойство, поэтому вам важно найти время для релакса, для восстановления, поэтому обязательно сегодня прогулки на свежем воздухе, медитации,
Возможно, у вас это йога, это поможет снять вам стресс. Также избегайте перегрузок и старайтесь не принимать на себя слишком много обязательств. Распределите свое время так, чтобы было место и для отдыха, и для восстановления. Кроме того, сегодня занятия, связанные с мелкой моторикой, это может быть и рукоделие, это может быть рисование, это даже может быть игра на музыкальных инструментах, будут особенно полезны в этот день. Это не только улучшает координацию движений, но и поможет вам снять нервное напряжение. Также важно, чтобы вы следили сегодня за правильной осанкой и избегали перенапряжения плечевого пояса. Поэтому делайте сегодня упражнения на растяжку, это поможет поддерживать здоровье этой области. Обращаем ваше внимание, если вы не знаете, как это делать, какие упражнения и так далее, и так далее. У нас есть с вами интернет, у нас с вами есть YouTube, поэтому, пожалуйста, обязательно изучайте более детально. Даже если у вас вы включили видео, у вас что-то не получается, ничего страшного в этом нет. Если, например, говорит специалист, что это надо делать столько-то минут, сделайте в 2 раза меньше. Но каждый день по чуть-чуть, и это для вас вам поможет. Также, друзья, обращаем ваше внимание, сегодня постарайтесь включить в свой рацион больше свежих овощей, фруктов, зелени. Насколько возможно, избегайте тяжелой и жирной пищи, которая может перегружать вашу пищеварительную систему. Теперь давайте поговорим о лунном календаре денег, на что нам сегодня с вами стоит обратить внимание. И сегодня нужно понимать и то, что это тот день, когда все усилия, которые вы приложите к финансовым делам, могут принести вам значительные плоды в будущем. Под влиянием знака зодиака Близнецов этот день будет особенно благоприятным для интеллектуальной деятельности, для переговоров, для коммуникации, что может положительно сказаться на ваших финансовых вопросах. Но в то же время очень важно сегодня сосредоточиться на сборе информации, на анализе данных и на стратегическом именно планировании. Также обращаем ваше внимание, если вам сегодня предлагают какие-то новые проекты, новые идеи, что-либо новое, не спешите давать ответ «да» или «нет». Дайте себе паузу, потому что все-таки мы находимся уже в полнолунии, и полнолуние, оно очень сильно влияет и заставляет некоторые процессы замедляться, а некоторые ускоряться. И очень важно, чтобы вы здесь не допустили ошибку. Поэтому подождите, ничего страшного это нет. Особенно это касается тех людей, которые хотят положить деньги на депозит, например, купить недвижимость или продать недвижимость. Будьте внимательны с документами. Смотрите все пункты, подпункты, разделы и так далее. Это очень важно, чтобы вы не допустили ошибку, это не привело к не очень хорошим последствиям в будущем. Что же касательно карты Таро, то, друзья, на этот день выпала карта Маг. Она подчеркивает нам важность нашего творческого самовыражения и говорит о том, чтобы мы правильно использовали наши таланты, потому что каждый из нас человек талантлив по-своему, и сегодня, возможно, у каждого это откроется, и важно не закрывать это в себе. Если вы хотите рисовать, рисуйте. Даже если вы не рисуете что-то сверхъестественное, а вы просто, как некоторые говорят, каляки-маляки делаете, но это ваше внутреннее состояние, вы сейчас хотите это сделать. Возможно, вы вышиваете там, крестиком, гладью и так далее, неважно, но если вы это желаете, вот именно у вас есть порыв, вот это займитесь, потому что ваша энергетика вот это требует, и в этот момент вам нужно, даже высшие силы, ваш ангел-хранитель пытается вас навести вот именно в эти рамки. Также сегодня используйте день для того, чтобы общаться, устанавливать новые контакты. Не обязательно для того, чтобы это дальше сложился какой-то бизнес или какие-то рабочие моменты. Здесь важно просто новые контакты, которые дадут вам какой-то новый опыт, какие-то новые знания. Поэтому не бойтесь этого. Ну и давайте проговорим, что же нам хочет дать на этот день Архангел Михаил. И Архангел Михаил в этот день, 5 июня, друзья, призывает нас к уверенности и к мужеству. Он требует от нас твердости духа, решимости в наших действиях, независимо от того, с какими трудностями вы сталкиваетесь. Помните, что у вас есть внутренняя сила, у вас есть внутренний стержень, и вы можете обязательно любые препятствия, которые у вас на вашем пути, обязательно вы сможете преодолеть, потому что то, что в вашей жизни проявляется, или те события, как вы думаете, негативные есть в вашей жизни, обращаем ваше внимание, это вам только плюс, вас пытается высшая
высшие силы, что вы стали более мудрее, терпеливее. Это очень важно. И, девочки, мальчики, сегодня обязательно проведите следующую практику. Благодаря этой практике вы сможете убрать любой негатив, который есть у вас в жизни. И это очень простая практика. При этом, если вы знаете, что у вас есть какие-то на работе проблемы, эту практику вот именно сегодня провести. Вам понадобится буквально щепотка соли. Вот. Берем щепоточку соли и наговариваем на нее следующие слова. Соль бела, сила крепка. В дом удачу привлеки, все невзгоды и беды удали. Счастье, радость и мир в мой дом принеси. Если вы это на работе практику проводите, то вместо в дом скажите на мою работу удачу привлеки. Это очень важно. Вот такие вот слова. И после этого бросаете еще эту щепоточку соли. И обязательно смотрите еще какой момент. Когда вы начинаете проводить практику, обязательно откройте окно. А когда вы ее вот провели, обязательно закройте окно. Буквально хотя бы на вот 5-10 минут, не более. Но это именно очень важно, чтобы убрать любой негатив, любые какие-то, возможно, установки, которые есть в вашей жизни. Друзья, вот такой у нас с вами день, 5 июня. Мы всем желаем прекрасного, чудесного дня. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Обязательно не забывайте подписываться, заходите на наш канал. У нас много интересной, полезной и важной информации. Но прямо сейчас на экране вы видите 2 всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся в следующем видео.